Народ, всем привет, меня зовут Руслан и вы на канале Мастак. Друзья, сегодня супер-мега экспериментальный ролик, потому что сегодня я расскажу супер секрет, которым поделился со мной подписчик нашего канала, а может быть не подписчик, я не успел уследить этот момент, так как он написал все это в комментариях, я это все увидел. Проверил, все очень круто работает, но потерял его комментарий, к сожалению, не могу его даже поблагодарить. Что это за эксперимент с эпоксидной смолой и о чем сегодня пойдет речь, вы увидите дальше. Поехали! Итак, друзья, давайте для начала определимся, и я расскажу, чтобы вы понимали, чем же мы сегодня займемся, в чем суть эксперимента и чем он будет для вас полезен. Наверное, каждый, кто мало-мальски связан с эпоксидной смолой, сталкивался с проблемой, что либо эпоксидная смола слишком рано начинает густеть, что мы не успеваем ее даже разлить по формам, а она уже принимает такую густую форму, да? Либо она начинает, наоборот, очень медленно густеть и в итоге просто не застывает. То есть прошло уже 2-3 суток, а смола никак не твердеет, и вся эта масса выкидывается в помойку. Так вот, сегодня я покажу и докажу с помощью мужчины, который оставил комментарий и рассказал супер секрет, который я лично не знал. Возможно, вы знали, но я лично не знал. Расскажу, как проверить без весов, без каких-либо измерительных предметов, которые могут измерять вес смолы и тому подобное, как определить, правильно ли у нас соотношение смола-отвердитель. Все будет очень просто, но прям настолько банально, что каждый, у кого есть сейчас смола под рукой, сможет проверить это дома без каких-либо преград. Давайте объясню, как все это будет проходить. Проходить это все будет в 3 этапа. В первом этапе мы будем проверять смолу, в которой будет недостаточно отвердителя, то есть момент, когда она не должна загустеть. Второй момент, когда будет идеальное соотношение смола-отвердитель. И третий момент, это когда отвердителя будет больше, чем смолы. При том, что соотношение будет не сильно нарушено, я думаю, процентов там на 25-30. Ну, в целом-то это терпимо. В целом. То есть смола в таком соотношении затвердеет. Если перелить отвердителя, проблемы не будет. Что понадобится для того, чтобы проверить все это? Супер простые вещи. Эпоксидная смола, зажигалка либо спички и самое простое какой-то металлический предмет. В моем случае это будет самый обычный кухонный нож, на котором я это буду проверять. Ну и давайте не будем затягивать, переходим к первой проверке. Посмотрим, что же будет со смолой, если вдруг не долить отвердителя в эпоксидную смолу. Поехали! Ну что, друзья, как вы поняли уже, перемешанную эпоксидную смолу с отвердителем мы берем и просто капельку выливаем на металлический предмет. И снизу подогреваем смолу. В нашем первом случае, сейчас, когда мы наливали эпоксидку, ну уже перемешанную, естественно, с отвердителем на нож и снизу поджигали, эпоксидная смола не должна была затвердеть. Что в принципе и произошло. Все пузыри воздуха вышли, которые могли только выйти, но смола никакую реакцию не произвела. То есть как она оставалась жидкой, так и осталась. И это показатель того, что отвердителя в смоле действительно не хватает. То есть сколько ни жги, отвердитель никак не будет реагировать на такое большое количество смолы. Давайте теперь переходить ко второму
моменту, когда у нас будет идеальное соотношение эпоксидной смолы и отвердителей. Посмотрим, что же получится в этом моменте, эксперименте. Вперед! Итак, как вы уже могли заметить, друзья, смола не затвердела моментально. Но в этом и суть. Если у нас идеальное соотношение эпоксидной смолы и отвердителя, должны выйти все пузыри воздуха, что вы видели сейчас на кадрах. И после этого, после того, как все пузыри воздуха вышли, смола должна начать реагировать. То есть реагировать с отвердителем. Все это начало происходить, и я думаю, было видно сейчас, что я начал немножечко шарудить палочкой в этой смоле, и она стала немножко густой. Как раз таки то, что и показывает нам, что идеальное соотношение эпоксидной смолы и отвердителя действительно идеально, и мы в пропорциях все четко попали. Сейчас мы переходим к третьему моменту, когда у нас будет на 25-30% отвердителя больше, и посмотрим, что же произойдет сейчас. Вперед! Ну и в принципе все было очевидно. Я думаю, многие уже догадались, что же должно было произойти в моменте, когда отвердителя действительно больше. Никаких в принципе неожиданных вещей не было. Все было очевидно. Смола начала кипеть, быстро появились пузыри воздуха какие-то неожиданные. И за считанные секунды смола закипела. Для тех, кто вдруг может сказать, что Рус, ты держал зажигалку, допустим, немного меньше, чем в третьем случае. В третьем случае немного меньше или дольше, наоборот, чем в первом, да, случае. Друзья, вы можете все это перепроверить. Это так работает любая эпоксидная смола. Для меня это тоже было такой прям неожиданностью. И теперь давайте небольшой итог подводить. К чему вообще был этот ролик и чем он может быть вам полезен. Друзья, допустим, вдруг у вас закончилась батарея на весах. А вам нужно замешать эпоксидную смолу. Как же определиться? Допустим, вы замешиваете 100 грамм смолы на 30 грамм отвердителя, грубо говоря. Вы замешали примерно на глаз. Вам надо определить, как же правильно определить. Пожалуйста, пэмс. Выливаем это на металлический предмет, ну а-ля ножик. Можно использовать ножик, ложку, что угодно. Выливаем капельку, поджигаем снизу, я думаю, спички у всех дома найдутся, ну, если ими правильно пользоваться, как бы. Поджигаем и проверяем. Если вдруг все это резко затвердело, тогда нам нужно добавить немножко эпоксидной смолы. По мере возможности, как бы перемешивая и перепроверяя еще раз. Если наоборот все это превратилось в жидкую массу, и никаких реакций, абсолютно никаких не произошло, тогда, скорее всего, отвердителя не хватает явно. Ну, а если у нас немножко
начинается реакция, все это начинает твердеть, густеть. Скорее всего, вы попали в пропорцию, можно дальше все это замешивать и продолжать работу, уже заливать ваши изделия и как бы радоваться жизни. Друзья, возможно, это бесполезная штука, но так скажут только те, у кого работает батарейка на весах. Я попадал в такие ситуации, когда нужна такая круглая батареечка, которую хрен где найдешь, и приходилось либо ехать в Ашан ночью, вообще, ну, прям за бессмысленно, когда прям горит, что ты должен что-то залить, либо ты просто вот садишься в грусти и печали и ждешь утра, а скорее всего вечера, потому что с утра на работу и так далее. Я думаю, все меня понимают. Итак, друзья, я надеюсь, что это было полезно для вас, потому что это очень круто, это очень крутой эксперимент, по крайней мере, я буду доказывать и отстаивать это, потому что, ну, действительно, мужик в комментариях, ты супер крутой, это один из самых крутых комментариев, которых я видел, не считая того, когда мне сказали, что это будет первое матное слово, одно из первых. Мне сказали, что пнут по ебалу. Я всегда лайкаю такие комментарии. Это было прям великолепно. Но все-таки этот комментарий действительно очень полезный. Я не понимаю, почему люди его не залайкали. Он, кажется, был под каким-то вот роликом, где много комментариев. Непонятно, потому что это очень круто. Друзья, ну а если вам вдруг понравилось и стало полезным это видео, вдруг оказалось полезным, обязательно поставьте лайк. Не надо стесняться и жадничать. Обязательно поставьте лайк. В комментариях можете написать, знали вы о том, как можно проверить на идеальное соотношение смола-отвердитель вот в таких вот экспериментах, как бы. Знали вы об этом эксперименте вообще или нет. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, друзья, потому что, ну, постепенно мы будем развиваться. Когда-нибудь я вылезу из этих ужасных стен. Мы снимем крутое помещение и будем снимать просто идеальные ролики. А пока что полезно, интересно и душевно, по-дружелюбному. Ну а я с вами прощаюсь, друзья. Всем пока!